Друзья, всем привет! На связи Иван Калугин, Артур Раненков. Это проект Believe Development Villas. И сегодня у нас очень неприятная тема. Давайте разберемся в самой бесполезной и неликвидной недвижимости на Бали, которую вам пытаются втюхать все эти непонятные риэлторы, постоянно рекламируя в Инстаграме и других социальных сетях. Будем начинать сразу, но у нас есть одно важное нововведение. Артур? Мы попытаемся рассказать эту тему ровно в 5 минут. И если нам не удастся, мы быстро завершаем выпуск, поэтому он будет насыщенный, без перебивок, без всего. Все как есть. Запускаем таймер, нажимаю старт. Поехали. И первое, с чего хочется начать, это завышенная стоимость за объекты. Если вы зайдете в рынок и попытаетесь поискать какие-то апартаменты, в среднем они стартуют от 120-150 тысяч долларов. Есть даже апартаменты за 250 тысяч долларов. Только вдумайтесь, это просто сумасшествие. Единственные апартаменты, которые имеет смысл рассматривать, не дороже, они должны быть не дороже 70 тысяч долларов. Все остальные, сколько бы вам ни рассказывали, будет крайне сложно возвращать свои деньги обратно. Даже на 70 тысячах долларов ваша возвратность будет в среднем составлять 5-6 лет. Это очень долго. И Долго. тут же сразу переходим дальше, таймер идет. Нет конечного потребителя у апартаментов. Странно звучит, но это абсолютно так. На Бали люди хотят жить на своей земле под красивыми пальмами, с травкой, совсем. А если у апартаментов этого нет, то кто же в них будет жить? Да никто. Поэтому апартаменты очень редко продаются на вторичном рынке. Их продают как инвестиционное предложение, а тем людям, которые хотят купить для себя, их просто не рассматривают. Поэтому, если вы купили апартаменты или думаете над тем, чтобы купить с целью заработать, у вас ничего из этого не получится. Не верьте тем обещаниям, кто вам обещает то, что вы купите, через 2 месяца или 3 продадите на 30% дороже. Следующее. Следующее это как раз таки Кровавый океан. Чаще всего эти апартаменты строят, нагромождая просто там десятками апартаментов один объект. Вот вам поставили апарт-комплекс, в нем 30 таких же, как и вы, которые купили, господи, назови это недвижимостью. Вы купили это, и эти же 30 ваших соседей думают, блин, как возвращать бабки назад, и вы начинаете рубиться насмерть, постоянно демпингуя, занижая свой ROI, то есть вы возвращаете еще дольше свои средства. Но это еще не все. Снизу вас давят по полной программе гисты, потому что они дают тоже предложения. И чаще всего, даже лучше, мол, есть куча гистов гораздо круче и дешевле, чем апартаменты. А сверху вас накрывают отели и виллы. Добрый день, здрасте. И что вы будете с этим делать? Объективно, это кровавый океан. Как в нем выживать? Я честно, я когда смотрю на этих людей, думаю, блин, ребята, куда вы встряли? И люди потом годами не могут эти апарты продать. И вот по какой причине. А причина довольно ясна. Нет права собственности на конкретный апартамент. То есть то, как это строится, это покупается земельный участок, и этот земельный участок, так как есть несколько этажей, невозможно выделить под каждый апартамент свой маленький кусочек земли. Поэтому застройщик называет это юнитами. И вот эта правовая составляющая, она довольно тонкая грань, и не все люди готовы входить в эту историю, потому что ты покупаешь не конкретно участок земли. Конкретно участок земли принадлежит кому-то другому. Ты покупаешь какое-то название юнит. Готовы к этому? Ну, не знаю. Если вы и любите русскую рулетку, наверное, это ваш вариант, но не наш. Поэтому давайте сразу на следующий пункт прыгаем. И следующий пункт – это те люди, которые арендуют апартаменты. Очень часто, вот мы даже недавно снимали Believe News, наш проект по новостной, и мы там рассказывали про загрузку отелей 1-3-звездочные. Туда же обычно всовываются и апартаменты. Средняя загрузка 34% за первое полугодие. Это очень мало. В апартаментах туристу жить некомфортно, потому что, по сути, это коробка, где-то чихнули, где-то еще что-то сделали, любые звуки, шорканье, дрязганье, выпивка и все остальное, вы все это слышите. И это большая проблема. Турист, даже если он прилетает там на 5 дней, на 7 дней и заселяется в апартамент, чаще всего он страдает. Тут есть еще один важный момент. По сути, апарты чаще всего выглядят как коммуналка какая-то. Минута, Иван, минута. Минута осталась, все, завершаем. Здесь важный момент. Туристы не любят апартаменты. Это крайняя точка, которую они смотрят после отелей, гестов и вилл. Все. Артур?
Управляющие компании на апартаментах просто оборзели. Они берут 20, 25 до 30% за управление виллой, оставляя вам что? Да ничего они вам не оставляют, потому что 10% вам еще налог. Вы покупаете за свои средства дорогущий апартамент и с него получаете в лучшем случае 60-70% от выручки. Куда это годится? Никуда. А зачастую они навязывают вам управляющие компании. Вот эти факторы помешают вам получать доходность, которую вы ожидаете от вашей инвестиции. И у нас 20 секунд, чтобы завершить эффект на это видео. Друзья, надеюсь, вы посмотрели и что-то у вас там поменялось, и вы как-то по-другому оцените. Попробуйте сами разобраться в том, что такое апартамент и почему это супер неликвидное. Не рекомендую лично, вообще никогда бы не купил апарту. Вот он, будильничек звенит. С вами был Иван Калугин, Артур Аненков. Это проект Believe Development Villas. Супер быстрый формат. Если у вас остались какие-то вопросы, можете написать их в комментарии. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Ну а мы вам желаем классных инвестиций, не в апартаменты. Покупайте гесты, покупайте отели, покупайте виллы, но не апартаменты. Всего вам хорошего, на связи. Всем пока. Пока-пока.